В 1904 году группа геологов, исследовавших отдаленные районы на востоке Соединенных Штатов, наткнулась на неизвестную пещеру. Это открытие произошло в густом лесу, где солнечный свет едва пробивался сквозь листву. Каждый шаг по изрытой земле под ногами исследователей предвещал новые тайны, но то, что они вскоре обнаружат внутри пещеры, превзойдет все ожидания. Одним из членов экспедиции был доктор Джонатан Миллер, опытный геолог с более чем 20-летним стажем. В тот момент, когда команда вошла в пещеру, их глаза расширились от удивления. Стены, о которых они даже не могли мечтать, были покрыты сверкающим металлическим материалом. Под ярким светом факелов, отражаясь от стен, сияли странные алюминиевые поверхности. Никто из геологов не мог объяснить, как этот материал оказался в таком удаленном и недоступном месте. Сразу же после первого взгляда на стены пещеры исследователи начали собирать образцы. Каждый кусочек алюминия, который они могли отломать, помещали в специальные контейнеры, чтобы в дальнейшем провести анализ. Вскоре стало ясно, что это необычный алюминий. Его состав и свойства были необычными и отличались от известных образцов. Ученые задали себе множество вопросов. Откуда взялся этот материал? Почему он сохранился в таком идеальном состоянии? По мере исследовательской работы в пещере группа наткнулась на странные разметки и символы, вырезанные на алюминиевых стенах. Эти знаки на первый взгляд казались древними, однако их происхождение оставалось загадкой. Доктор Миллер начал записывать свои наблюдения, понимание того, что они столкнулись с чем-то поистине уникальным, одолевало его. Исследователи чувствовали, как их открытие может изменить представление о человеческой истории и развитии технологий. С каждой минутой, проведенной в пещере, их интерес и удивление только нарастали. Команда осознавала, что они могут оказаться на пороге одного из самых значительных открытий в геологии и археологии. Однако с каждым новым фактом возникали и новые вопросы. Почему никто до них не наткнулся на эту пещеру? Что еще может скрываться в темноте? К вечеру, когда последние лучи солнца исчезли за горизонтом, исследователи вернулись в лагерь, полные ожидания и волнения от того, что им предстоит выяснить. Они понимали, что за открытием алюминиевых стен стоит нечто большее, чем просто геологическая находка. И пока мы пытаемся разгадать загадку алюминиевых стен, не забудьте, что за каждой интересной находкой стоит труд и творчество. Если вас вдохновляет то, что мы делаем, подписывайтесь на канал и поддержите нас через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Кто знает, может, следующая находка будет еще более удивительной. Это был лишь старт их долгого пути в мир научных исследований и загадок, которые ждут своего раскрытия. На следующий день геологи вернулись к пещере с новыми инструментами и оборудованием. Доктор Миллер и его команда были полны решимости провести более глубокие исследования. Они установили временный лагерь у входа и начали расставлять оборудование для анализа образцов. Приборы включились с характерным щелчком, и ученые начали снимать первые данные о минералах, содержащихся в стенах. Сначала команда направила свои усилия на изучение алюминиевых стен. Ученые использовали рентгеновские спектрометры для определения состава материала. Результаты оказались неожиданными. Алюминий содержал следы редких элементов, ранее не обнаруженных в известных земных минералах. Эти элементы вызывали нарастающее беспокойство среди исследователей, ведь их присутствие ставило под сомнение общепринятые теории о формировании металлов. Во время работы в пещере группа обнаружила небольшие трещины в стенах, которые позволили им заглянуть внутрь. За одним из таких зазоров скрывался маленький зал, где стены были украшены древними рисунками. Они представляли собой сцены, изображающие странные существа и незнакомые технологии. Доктор Миллер, изучая эти изображения, пришел к выводу, что они могут быть связаны с какой-то утраченной цивилизацией. Исследователи начали проводить фотосъемку и сканирование этих изображений для дальнейшего анализа. Каждый новый рисунок добавлял больше вопросов, чем ответов. Как могла такая цивилизация создать алюминиевые стены и оставить такие завораживающие артефакты? С каждым часом, проведенным в пещере, загадка становилась все глубже. Неожиданно к исследовательской группе присоединился мистер Фредерик Шарп, известный археолог и историк, который решил помочь в интерпретации находок. Его опыт в древних цивилизациях и их технологиях оказался крайне полезным. Мистер Шарп с радостью сообщил, что подобные символы когда-то встречались в других частях света, но никогда не были связаны с алюминием.
Он предположил, что это может быть лишь часть более обширной истории. Параллельно с исследованием стен пещеры, группа начала собирать образцы почвы и камней из ее глубин. Эти образцы были отправлены в лабораторию для анализа на наличие органических веществ и других минералов. Ученые надеялись, что это поможет лучше понять, как долго пещера была скрыта от глаз человечества. Каждый новый факт и находка увлекали команду все больше. Сложенные на столе образцы, фотографии и записи начали складываться в единое целое. Исследователи поняли, что они на пороге открытия, которое может изменить представление о древней истории. Каждый чирк ручки по бумаге, каждое новое измерение добавляло к их знаниям и подогревало страсть к разгадке головоломки, которая только начинала раскрываться. Команда продолжала углубляться в загадки пещеры, изучая необычные алюминиевые стены. На этот раз они сосредоточились на исследовании свойств материала. Доктор Миллер решил, что необходимо провести испытания на прочность алюминия. Для этого они отобрали несколько образцов, чтобы проверить их на различных механических свойствах. Инструменты для тестирования были уже подготовлены, и группа приступила к работе. Первый тест на сжатие показал, что алюминий имел удивительную прочность, значительно превышающую показатели того, что было известно ранее. Это открытие привело к оживленным обсуждениям среди геологов. Ученые начали строить теории о том, что этот алюминий мог быть подвергнут каким-то уникальным природным процессам или даже искусственной обработке. Ответы оставались неясными, но каждый новый факт лишь подогревал их любопытство. Параллельно с тестами мистер Шарп продолжал анализировать древние изображения на стенах. Он заметил, что некоторые символы перекликались с мифами и легендами о потерянных цивилизациях. Его теории о том, что эти изображения могут указывать на технологические достижения древних людей, становились все более убедительными. Шарп предложил, что алюминий мог быть использован в качестве строительного материала, который был доступен только определенной культуре. Однажды, работая в глубине пещеры, исследователи столкнулись с удивительным явлением. Алюминиевые стены начали излучать слабый свет, когда на них падал свет от факела. Этот эффект стал настоящей загадкой. Ученые начали размышлять, может ли это быть результатом химических реакций или какого-то необычного минерала, содержащегося в алюминии. Внимательно изучив свечение, они пришли к выводу, что это может быть связано с присутствием фосфора. Поскольку световой эффект стал ключевым элементом исследований, команда установила дополнительные источники света, чтобы исследовать его поведение. Были проведены эксперименты с различными углами освещения и расстоянием до стен. Каждый раз, когда исследователи меняли условия, стены реагировали по-разному, создавая волшебные ореолы света. С каждым новым днем работа в пещере становилась все более интенсивной. Научные оценки, проводимые командой, сочетались с классической археологической работой. Вскоре, благодаря тяжелому труду, они обнаружили, что в одном из участков стены скрывалась большая ниша, заполненная мелкими металлическими артефактами, похожими на инструменты. Это открытие подстегнуло команду к дальнейшему исследованию. Каждый из находок оказывался больше загадкой, чем ответом. Команда осознала, что они могут столкнуться с целым комплексом технологий, которые могли существовать тысячелетия назад. Все эти открытия требовали времени и внимания, и изолированные факты начали складываться в более сложную картину. Открытие необычных алюминиевых стен и их свойств стало лишь началом пути к разгадке тайны этой древней пещеры. Каждое новое событие приближало их к пониманию того, что произошло в этом забытом уголке Земли. Собранные образцы алюминия были отправлены в лабораторию для глубокого анализа. На следующее утро команда получила результаты, которые вызвали бурю эмоций. Лаборатория сообщила, что алюминий содержит редкие элементы, такие как галлий и индий, причем их концентрация была в разы выше, чем когда-либо встречалась в природе. Это открытие ставило под сомнение все представления о происхождении материала. Чтобы удостовериться в результатах, команда решила провести дополнительные тесты на реакцию с кислородом. Один из образцов был помещен в специальный реактор, где его подвергли воздействию кислорода при повышенной температуре. Внезапно образец начал активно реагировать, выделяя газ, который заполнил лабораторию. Ученые быстро эвакуировались, осознавая, что в воздухе появился токсичный элемент, способный угрожать их здоровью. Это происшествие подчеркнуло, что пещера может хранить не только тайны, но и потенциальные опасности. Вернувшись к пещере, команда решила углубить свои исследования.
Доктор Миллер высказал идею о необходимости изучить не только алюминиевые стены, но и почву вокруг них. Это решение вызвало разногласия. Некоторые члены группы боялись возможного контакта с опасными веществами, но в конечном итоге все согласились продолжить. Они начали углубляться в недра пещеры, беря образцы почвы и воды, надеясь получить дополнительные подсказки о природе алюминия. Во время одной из экспедиций, работая в нише с металлическими артефактами, команда обнаружила странные знаки, вырезанные на стенах. Символы стали более сложными и непонятными, что вызвало споры среди ученых. Некоторые считали, что это может быть код, в то время как другие увидели в этом религиозные символы, связанные с древними ритуалами. Разделение во мнениях только усиливало напряжение в группе. В то же время одна из исследовательниц, Эмили, начала жаловаться на недомогание. Она сообщила команде о головных болях и тошноте, которые появились во время работы. Доктор Миллер предположил, что это может быть связано с токсичными газами или веществами, которые они могли перенести из пещеры. Обсуждение необходимости медицинского обследования Эмили вызвало споры. Часть команды настаивала на прекращении исследований, в то время как другие хотели продолжить, убеждая, что это может стать шансом на великое открытие. Ситуация достигла критической точки. Напряжение внутри группы росло, и каждый новый факт о стенах и их составе лишь подогревал конфликты. Понимание того, что пещера хранит свои тайны, усиливало давление. Команда осознала, что на кону стоит не только их здоровье, но и возможность раскрыть величайшую загадку, стоящую на пороге их исследований. Работа команды продолжалась, но напряжение в группе нарастало. После обсуждения здоровья Эмили, доктор Миллер предложил провести более углубленное исследование исторической ценности находки. Он предложил, что эта пещера может свидетельствовать о существовании некой утраченной цивилизации, обладавшей уникальными знаниями и технологиями. Ученые начали активно изучать артефакты, которые они находили, пытаясь сопоставить их с известными историческими данными. В один из дней команда обнаружила в глубине пещеры массивные каменные плиты, покрытые резьбой. Сложные узоры и изображения, которые они изобразили, показывали сцены строительства и взаимодействия с природными элементами. Доктор Миллер и мистер Шарп сразу же поняли, что эти плиты могут подтвердить теории о развитии технологий в древности. Они начали документировать каждую находку, надеясь, что это поможет в дальнейшем анализе. Вскоре после этого одна из находок оказалась особенно интригующей — рукописный свиток, сделанный из непонятного материала. Как только они развернули свиток, стали видны древние символы, которые, как предположили ученые, могли быть ключом к расшифровке загадок пещеры. Ученые захватили свиток в лабораторию, где его начали изучать более детально. Однако с каждым новым открытием внутренние конфликты в команде становились все более явными. Эмили, несмотря на неразбериху вокруг своего здоровья, настаивала на том, что необходимо остановить исследования и обратиться к внешним специалистам. Она была обеспокоена последствиями, которые могли возникнуть в результате их работы. Остальные члены группы, включая доктора Миллера и мистера Шарпа, были уверены, что они на грани величайшего научного открытия и не могли позволить себе отступить. Споры накалялись, когда один из исследователей, Джейкоб, предложил обратиться к внешним спонсорам для получения финансирования и поддержки. Это вызвало бурю недовольства среди коллег. Некоторые считали, что это может привести к ненужному вниманию к их находкам, в то время как другие увидели в этом шанс на продолжение исследований. Споры обострились, когда команда выяснила, что в местной прессе уже появились слухи о их открытии. Ситуация достигла критической точки, когда команда нашла еще несколько артефактов, которые подтверждали теории о технологическом прогрессе утраченной цивилизации. Одним из найденных предметов оказался сложный механизм, который предположительно использовался для обработки металлов. Его детали были невероятно сложными и точно отшлифованными. Этот артефакт стал причиной очередного конфликта. Одни настаивали на том, чтобы немедленно сообщить о находках властям и научному сообществу, другие же считали, что это должно остаться в секрете, пока они не завершат исследование. Наконец, напряжение достигло предела. Группа оказалась на грани раскола. Каждое новое открытие, каждая находка лишь подогревала конфликты. Печальные взгляды и упреки начали заполнять атмосферу в пещере. Каждый исследователь понимал, что их работа может изменить представление о человеческой истории, но никто не знал, как справиться с теми внутренними конфликтами, которые возникли на фоне этого открытия. Пещера продолжала хранить свои тайны,
и решение, какое направление выбрать дальше, оставалось неясным. Работа в пещере продолжалась, но напряжение между членами команды лишь нарастало. Каждое новое открытие подводило их к вопросу о происхождении алюминиевых стен. Доктор Миллер собрал всех исследователей, чтобы обсудить различия в их подходах к этой важной теме и выработать совместную стратегию. На встрече каждый из участников высказал свои предположения. Джейкоб, занимавшийся анализом образцов, предложил, что алюминий мог быть результатом необычных геологических процессов, которые произошли миллионы лет назад. Он ссылался на теории о том, что под воздействием высоких температур и давления в недрах Земли алюминий мог образоваться естественным образом, но другие члены команды не соглашались с ним. Мистер Шарп настаивал на том, что такая концентрация алюминия, а также его уникальные свойства, скорее всего, указывают на искусственное происхождение, которое могло быть связано с высокоразвитой цивилизацией. Разгоревшаяся дискуссия привела к тому, что команда разделилась на две группы. Одна группа, возглавляемая Джейкобом, настаивала на необходимости провести дополнительные геологические исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию о природном происхождении алюминия. Другая группа под управлением доктора Миллера сосредоточилась на изучении исторических и археологических аспектов, стремясь найти доказательства существования утраченной цивилизации. На фоне этих разногласий Эмили продолжала настаивать на необходимости остановить исследование. Она высказывала опасения по поводу здоровья всех членов команды и потенциальной угрозы, которую могли представлять токсичные газы, выделяющиеся при контакте с алюминием. Эмили предложила обратиться за помощью к внешним специалистам, но Джейкоб и другие члены группы отвергли эту идею, считая, что это усугубит ситуацию. В это время команда обнаружила в одном из углов пещеры странные минералы, которые, по их мнению, могли быть связаны с процессами формирования алюминия. Эти находки стали предметом горячих споров. В одной из дискуссий, когда напряжение достигло предела, Джейкоб и мистер Шарп почти не дошли до конфликта. Доктор Миллер вмешался, пытаясь предотвратить раздор, однако это лишь усугубило обстановку. Тем временем Эмили, расстроенная и обеспокоенная, решила провести свое собственное исследование. Она начала собирать данные о древних цивилизациях, которые могли быть связаны с алюминиевыми стенами, надеясь найти аргументы, способные убедить команду в необходимости остановки. Она изучала исторические тексты и мифы, чтобы понять, как могли развиваться технологии в древности. Эмили обнаружила упоминания о загадочных народах, которые, по легендам, использовали металлы для создания невероятных сооружений. Каждое новое открытие, находки и теории лишь усиливали внутренние конфликты в команде. Разделение мнений и подходов привело к тому, что работа стала менее организованной, а напряжение росло. Каждый раз, когда кто-то из исследователей делал шаг к разрешению конфликта, новый факт о происхождении стен снова разжигал споры. Пещера, хранящая свои тайны, становилась все более опасной не только из-за своих загадок, но и из-за самих исследователей, которые оказались перед выбором – продолжать борьбу за правду или рискнуть всем ради открытия, которое может изменить их жизни. После долгих споров команда наконец решила провести экспедицию для дальнейшего изучения пещеры. Доктор Миллер, осознавая необходимость объединения усилий, предложил разделить группу на небольшие команды, каждая из которых будет заниматься отдельным направлением исследований. Это решение должно было повысить эффективность работы, однако разделение также усиливало внутренние конфликты. Первая группа, возглавляемая Джейкобом, отправилась в участок, где были найдены странные минералы. Их цель заключалась в том, чтобы собрать образцы и провести анализ, чтобы выяснить, как они могли быть связаны с алюминием. Джейкоб был полон решимости подтвердить свою теорию о природном происхождении алюминия. Он надеялся, что новые находки опровергнут предположение мистера Шарпа о существовании утраченной цивилизации. Вторая группа во главе с доктором Миллером сосредоточилась на анализе артефактов и символов, найденных на стенах пещеры. Их задачей было выяснить, могут ли эти находки предоставить подсказки о происхождении алюминиевых стен. Доктор Миллер продолжал углубляться в понимание времен, когда, возможно, существовала высокая культура, способная производить такие технологии. Тем временем Эмили оставалась на связи с обеими группами, активно исследуя информацию о древних цивилизациях.
Она нашла упоминание о народах, которые использовали алюминий в своих ритуалах, что подтолкнуло ее к мысли, что пещера может быть не просто местом хранения технологий, но и священным пространством. Ситуация осложнилась, когда во время исследования Джейкоб и его команда наткнулись на подземное озеро. Они заметили, что вода в озере имела необычный оттенок и, по их мнению, могла содержать химические вещества, способные повлиять на алюминий. Джейкоб настоял на том, чтобы взять пробы воды, чтобы провести дальнейшие тесты, несмотря на предостережение его коллег о возможной токсичности. В это время группа Миллера обнаружила новые артефакты, которые подтверждали теории о существовании сложных технологий. Один из найденных предметов, металлический диск с вырезанными символами, оказался особенно загадочным. Ученые начали изучать его, пытаясь расшифровать, какую информацию он мог содержать. Это открытие вновь разжигало споры. Одни были уверены, что диск может быть ключом к разгадке, другие считали, что они должны сосредоточиться на более практических аспектах. К вечеру, когда обе группы вернулись в лагерь, разгорелись новые споры. Джейкоб, упитанный новыми находками, начал активно защищать свою теорию о природном происхождении алюминия, в то время как доктор Миллер настаивал на том, что их открытия указывают на наличие высокоразвитой цивилизации. Напряжение достигло предела, и вскоре в лагере началась ссора, в которой эмоции зашкаливали. Эмили, осознав, что разногласия могут привести к непредсказуемым последствиям, решила, что необходимо провести собрание, чтобы обсудить их дальнейшие действия. Она предложила провести общее обсуждение всех найденных фактов и теорий, чтобы попытаться прийти к единому мнению. Однако, как только она начала говорить, кто-то из команды прервал ее, заявив, что разумнее было бы продолжать исследование и сосредоточиться на фактических находках. Каждый новый шаг в пещере, каждое новое открытие лишь подогревало страсти и противоречия внутри группы. Пещера со своими тайнами продолжала испытывать исследователей на прочность, и команде предстояло сделать выбор — объединиться ради общего дела или продолжать борьбу за свою правду. Команда собралась в лагере, и атмосфера была напряженной. После недавних споров каждый понимал, что открытие, которое они сделали, может изменить представление о древней истории. Участники обсуждения сосредоточились на последних находках — металлическом диске и странных минералах из подземного озера. Доктор Миллер, осознавая важность момента, предложил провести встречу с учеными и специалистами, чтобы представить свои открытия. Это вызвало смешанные чувства. Одни были полны энтузиазма, другие боялись, что их работа может быть неправильно понята. Изучая диск, группа заметила, что на нем были выбиты знаки, которые могли соответствовать древним языкам. Мистер Шарп и Джейкоб начали расшифровывать символы и вскоре обнаружили, что они содержат указания на местонахождение других артефактов, связанных с утраченной цивилизацией. Это открытие стало настоящим прорывом и вызвало волну эмоций. Ученые поняли, что пещера могла быть частью более крупной системы, возможно, целого комплекса, где сохранились технологии и знания древних. В то время как группа работала над расшифровкой, Эмили обнаружила, что в подземном озере содержатся неизвестные организмы. Она взяла пробы воды и начала анализировать их под микроскопом. Результаты поразили ее. В воде обнаружились микроорганизмы с уникальными свойствами. Эмили начала догадываться, что эти микроорганизмы могли каким-то образом быть связаны с алюминиевыми стенами. Возможно, они способствовали его образованию. Доктор Миллер, узнав о находке, настоял на проведении дополнительных исследований. Он понимал, что эти микроорганизмы могут дать ключ к разгадке происхождения алюминия. В то же время внутренние споры внутри команды продолжали угрожать их исследованиям. Каждый участник группы был уверен в своей правоте, и это мешало эффективной работе. Напряжение достигло критической точки, когда они решили пригласить внешних специалистов. Вскоре в лагере появились ученые из университета, известные своими исследованиями в области древних технологий. Их приезд вызвал бурю эмоций. Одни участники команды были рады, что их находки получат признание, другие же боялись, что внешние эксперты могут перетянуть внимание на себя и игнорировать их вклад. В ходе обсуждения приглашенные эксперты были поражены открытиями группы. Они внимательно изучали диск, образцы алюминия и микроорганизмы из озера. Один из ученых, профессор Тейлор, предположил, что это открытие может изменить понимание истории человечества. Он заявил, что наличие алюминия в таких количествах и его уникальные свойства
могут говорить о высокоразвитой цивилизации, которая существовала задолго до известных нам исторических эпох. Это заявление вызвало новый всплеск эмоций и споров внутри команды. Внезапно профессор Тейлор предложил провести совместные исследования, что вызвало недовольство некоторых участников группы, которые опасались, что их идеи и находки будут присвоены. Это стало последней каплей в напряженной атмосфере. Споры достигли апогея, и участники начали открыто высказывать недовольство друг другу. Некоторым казалось, что исследование уже вышло из-под контроля, и разногласия стали угрожать целостности всей работы. В разгар конфликта, заметив, что ситуация становится неуправляемой, Эмили решила вмешаться. Она подняла голос и заявила, что, несмотря на все разногласия, они стоят на пороге величайшего открытия. Ее слова неожиданно заставили группу замереть. Эмили напомнила всем, что их цель — раскрыть тайны пещеры, а не воевать друг с другом. Ее уверенность и страсть стали катализатором, который помог собраться команде и сосредоточиться на работе. Каждый член группы понимал, что они могут стать частью чего-то великого. Пещера продолжала хранить свои тайны, и каждый шаг вперед мог привести к новым загадкам, которые необходимо было разгадать. Теперь, когда внешние эксперты были вовлечены, команда осознала, что их работа только начинается. Команда продолжала исследование пещеры, однако с каждым днем нарастали риски и опасности, связанные с их работой. Вскоре после приезда внешних специалистов атмосфера в лагере накалилась. Исследователи начали замечать, что пещера ведет себя странно. Стены издавали необычные звуки, а в подземных озерах уровень воды неожиданно поднимался и понижался. Доктор Миллер заподозрил, что это может быть связано с активностью земной коры в этом районе. В один из дней, когда группа проводила очередное обследование, Джейкоб заметил, что один из участков стен пещеры начал трескаться. Он привлек внимание всех, и вскоре все собрались вокруг. На их глазах трещины начали расширяться, и стало очевидно, что стены становятся нестабильными. Внезапно из трещин начали выделяться странные пары, которые быстро заполнили воздух вокруг. Команда немедленно начала эвакуацию, но это оказалось не так просто. Вскоре стало ясно, что пар был токсичным. Эмили, которая работала ближе всего к трещинам, начала задыхаться. Доктор Миллер и мистер Шарп быстро схватили ее и потянули в безопасное место, но перед этим Джейкоб успел закричать, что нужно взять образцы токсичного газа для дальнейшего анализа. Когда они достигли безопасного места, команда замерла от страха. Эмили была в тяжелом состоянии, и доктор Миллер начал оказывать ей первую помощь. В это время другие члены группы начали обсуждать, как поступить дальше. Профессор Тейлор, осознав степень опасности, настаивал на необходимости немедленно покинуть пещеру и позвать специалистов по безопасности, чтобы оценить риски. Разразилась бурная дискуссия. Часть команды настаивала на том, чтобы остаться и исследовать ситуацию, другие же требовали немедленной эвакуации. Джейкоб, все еще полон решимости, предложил исследовать причины токсичности и выяснить, какие вещества могли находиться в стенах. Это предложение вызвало гнев и страх у остальных, которые переживали за свою безопасность. Внезапно, когда напряжение достигло предела, от стены раздался громкий треск, и в одном из углов пещеры обрушилось небольшое количество камней. Команда ощутила, как земля под ними задрожала. В этом моменте, когда каждый почувствовал, что пещера может обрушиться в любой момент, Эмили, несмотря на свое состояние, встала и указала на диск, который они нашли ранее. Она осознала, что символы на диске могли указывать на место, где находилась альтернативный выход или источник опасности. Доктор Миллер, осознав, что это может быть последним шансом, собрал команду и предложил рискнуть. Они должны были собрать последние силы, чтобы исследовать область, где, по мнению Эмили, скрывались ответы на их вопросы. Это было рискованное решение, но команда понимала, что без поиска источника опасности они не смогут спокойно покинуть пещеру. Каждый шаг в сторону таинственного участка вызывал волнение и страх. Тайна, которая ранее казалась интригующей, теперь стала фактором, угрожающим их безопасности. Пещера хранила свои секреты, и они были полны решимости разгадать их, даже если это означало столкнуться с опасностями, которые она таила. Команда, собрав все свои силы, начала движение к месту, где, по словам Эмили, могли находиться ответы на загадки пещеры. Доктор Миллер возглавил группу, стараясь поддерживать дух своих коллег. Каждый шаг отзывался в сердцах исследователей тревогой и надеждой, ведь они знали, что могут столкнуться с чем-то значительным.
Когда они достигли указанного места, команда обнаружила небольшую нишу, скрытую за каменной стеной. Внутри нее находились не только странные минералы, но и конструкции, напоминающие древние устройства. Эти артефакты излучали слабый свет, и вокруг них витала атмосфера загадки. Джейкоб, взяв образцы, начал внимательно исследовать их свойства, осознавая, что это открытие может оказаться ключом к разгадке происхождения алюминиевых стен. Среди артефактов они нашли старинные записи и механизмы, которые предположительно использовались для очистки окружающей среды от токсичных веществ. Эти устройства объясняли, почему алюминиевые стены сохранились в таком состоянии. Профессор Тейлор заметил, что подобные технологии могли быть частью системы, которая помогала древней цивилизации выжить в условиях неблагоприятной окружающей среды. Собранные данные и образцы стали основой для новой парадигмы в изучении древних технологий. Команда пришла к выводу, что их находка имеет огромное значение для науки. Открытие ставило под сомнение общепринятые представления о развитии технологий и цивилизаций. По мере завершения исследования команда осознала, что их работа сплотила их как коллектив. Конфликты отошли на второй план, когда они поняли, что стали частью чего-то гораздо большего, чем просто исследование пещеры. Каждый из них вернулся к своим идеям с новыми силами, готовыми работать над публикацией результатов. Как думаете, если бы древние геологи сделали видео на YouTube о своих находках, подписались бы на них? Если вам нравится наше исследование алюминиевых стен и вы хотите поддержать наш труд, ссылка для доната в описании, или просто наведите камеру на QR-код на экране. Давайте вместе раскроем еще больше тайн прошлого. Когда команда покинула пещеру, они оставили за собой не только физические находки, но и наследие. Вскоре их открытия привлекли внимание научного сообщества. Начались дискуссии о необходимости защиты подобных мест и изучении древних технологий, которые могли бы быть важными для современности. Пещера, когда-то укрытая тайной, теперь стала символом надежды и научного прогресса. Исследователи понимали, что их работа может изменить не только представление о прошлом, но и повлиять на будущее человечества. Их находка запечатлела в памяти людей мысль о том, что даже в самых недоступных местах могут скрываться ответы на вопросы, которые мы еще не задали. Они оставили след в истории, открыв новые пути для будущих поколений исследователей и проложив тропу к новым открытиям.